В самой чаще леса, где человек лишь гость, а дикий зверь по-прежнему полноправный хозяин, мой давний друг решил построить свою лесную избушку. Мы вместе осуществили немало проектов, но все они прежде касались нашей работы с мебелью. Сегодня же, как в старые добрые времена, я снова помогаю другу. И как нельзя кстати пригодились доски, оставшиеся от моей недавней стройки в усадьбе. Думаю, их хватит, чтобы сделать и крышу, и уютную мебель внутри. А может, даже останется на прочие радости лесного быта. Совсем скоро мы вместе с вами будем радоваться теплу и уюту этой маленькой лесной хижины. А пока впереди нас ждет очень много работы. Добрались мы до крыши. Ура! Это прорыв для нашего строения. Сегодня будет такой формат досочно-бревенчатый. Скат сделаем из доски, а перекладины все-таки решили из бревна. Ну, а как получится, как всегда, увидите чуть позже. Поэтому садитесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое на ваш вкус, накладывайте себе тоже что-нибудь вкусненького, пирожки, там, бутерброды, пиццу, еще что-нибудь. И желаем вам приятного просмотра. По плану сейчас мы направляющие крыши на ребро доски, две доски поставим. Вот это лишнее спиливаем, бензопилой убираем. А, да, точно, мы еще подпорные хотим сюда поставить, да, потому что крыша будет, ну, довольно-таки длинная. То есть здесь, ну, вот этот участок 1,5, наверное, метра выходит, да, или 1,60 м, по-моему, тогда измеряли. Ну, вот, от бревна до бревна. Причем они хорошие, да, считай, по 2 метра где-то доски, их тут, не знаю, почти куб, наверное. Ну, прилично. Там, кстати, шуруповерт уже лежит. Больше куба. Больше куба даже. Пленка на крышу. Ну, на самом деле, это все материалы, оставшиеся от строительства усадьбы. Ну, надеюсь, когда-нибудь я вам покажу, что там происходит вообще. Вот, давно вы там не были. Только сейчас обратили внимание, здесь вот береза, она как бы одна, но их две, ну, основание одно. И она прям прямиком, прямиком когда-то шмякнется на избу. И мы вот сейчас подумали, что пускай падает. Почему бы и... Да. Потому что тут она зацепится за вот эту сосну, там она зацепится вон за ту сосну, и жесткого удара не будет. И очень хочется уже, чтобы быстрее упала, посмотреть, как она красиво ляжет и накроет избу. Ну, вот такие, так сказать, легкие садомазохические наклонности. Ну, скажи честно, очень интересно. Ну, Вообще, вообще, как она да. ляжет естественным способом. Пусть она сама упадет, да. Теперь уже да. Мы ей помогать не будем. Теперь уже без вариантов. Вот, поэтому через год-два, ну, я так думаю, максимум 3, вот, вы обязательно увидите, как вот это вот приземлилось в какой-нибудь очередной из ураганов. Теперь у нас следующий этап работы начинается. То есть мы вывели с помощью доски
досок, ну доски точнее, да, плоскости везде. Сделали спилы красивые. Избушка уже стала похожа на избушку. Нас очень радует угол наклона крыши. Я, ну, как бы думали вообще, что меньше будет, то есть более такой тупой. А получился, в принципе, ну, почти близко к 90 градусам. То есть снег не будет слишком сильно там задерживаться. Но, так как у нас доски длинные будут, да, то есть у них свес будет еще там вылет относительно дома сантиметров по 20, то мы еще и поперечную здесь сделаем, потому что здесь очень большое провисание будет. Виталий заготовил он бревнышко уже одно, принесли сюда, принес он его сюда. Здесь прикрутили саморез, гвоздь. Сейчас поймете, для чего это нужно. Ну, на саморез сюда будет бревно облокачиваться, держаться за счет него, не скатываться. Здесь я пилой делаю выпил под бревнышко. Положил, посмотрел, что-то не хватает. Раз, чик, сюда его на саморез убрал, дальше подпиливаю. Раз, опять сюда переложил, примерился, нормально. Хоп, закрепился. Если у вас есть свободная баба-яга без дома, уже может потихонечку собирать шмотки и через недельку заезжать. Ай. Куколка переезжает на новое место жительства. Скоро вылупится бабочка. Отлично вообще прям. Во. Сначала хотели в две доски, одна на другую, потом сейчас подумали, тут и так надежность хорошая, да, более чем достаточная. Здесь на главной балке центральный мох, и, соответственно, там по краям тоже мох идет. Для того, чтобы не поддувало. И вот эти все примыкания, ну, грубо говоря, загерметизировать. Зашиваем просто саморезиками все это дело в один слой, в дальнейшем тентом накроем и, возможно, тоже мхом, кстати, можно будет покрыть, ну или чем-нибудь крышу. Как говорится, художника обидеть может каждый. Ты попробуй нарисуй. Вот, солнышко вышло у нас опять снова. Светит, радует. Влага ушла прям хорошо сразу. Дождей пока не ожидается. Вот. Ну, Алексей, нам уже ой, вообще прям. Нимб. Да. Ловим нимб. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво.
Итак, доски для крыши установлены, и теперь пришло время заняться ее герметизацией при помощи тентов. Но, прежде чем переходить к этому ответственному этапу, очень важно тщательно очистить поверхность досок от любого мусора, веток, опилок или пыли, ведь даже мельчайшая соринка может нарушить целостность будущей кровли и стать причиной протечек. Мне очень нравится внешний вид вот избушки именно с этой стороны. Великолепно выглядит все это дело. Ну а сейчас уже все доски выкинули на улицу из помещения. И Виталий там уже машет лопатой. Подготавливает канавки для лак. Лаги из обычных бревен будут. И уже уровня, правда, у нас нету, соответственно. Полы ровными не получится. Виталий недоволен. Сейчас он свою фи выскажет, когда я к нему подойду. Но я думаю, без уровня тоже нормально получится. Темень капец, я отказываюсь работать в таких условиях. Нормально. Ничего не видно. А пахнет, знаешь, каким-то подвалом. Я вот тебе сюда подошел к двери, прям подвалом пахнуло, мне в нос ударило. Угу, сырость. Ну ничего, здесь печку поставить, со временем протопить, просушить помещение. Дожди шли не знаю сколько, и здесь доски лежали. Ну да. Вот сейчас если гидрометр померить, наверное, 80%, или что можно там измеряется. Угу. Ну, блин, так вообще неплохо прям выглядит помещение внутри, мне нравится. Шикарно. И, кстати говоря, кто-то писал комментарий, чуть-чуть, не негативный, а чуть-чуть с претензией, да, то, что типа какого хрена джут не проложили по периметру, по вот этим крайним бревнам, ну, к которым примыкают все остальные. И этот человек был прав. Не помню, кто это писал, ну да, что-то вот сейчас... Совершенно по делу. Совершенно по делу, я продемонстрирую, о чем идет речь, то есть вот об этих вот. Да и вообще мы сейчас смотрим тоже, блин, в принципе могли сделать лучше. Мы могли вообще выпилить в бревне паз. Здесь, ну, бревно вот оно идет целое, раз, срезать вот так вот. И чтобы вот эти вот, здесь острые кончики были, и шип паз соединения, прям чик-чик-чик-чик-чик, бревнышко вставили себе эти. И было бы все четко вообще. Ну, да, ладно. И так сойдет. Вот. Как там в мультике было. Точки отчета никакой, Да? кроме опытного взгляда Виталия. Ну, бутылкой, ты же знаешь, бутылкой как уровень измерять. В курсе? Конечно. Ну, то есть мы доску на ребро поставим и бутылку сверху, и по бутылке посмотрим. У нас тем более бутылка, вон есть одна, вообще не открытая. Вон она. Шишкин лес. Где она? О. И по ней. Шишкин лес. Шишкин лес нам покажет уровень и направление. Куда? Оказия очередная произошла, да? Пошел немного облегчить организм. Не буду показывать куда. И взгляд мой зацепился за желтый предмет, который я целенаправленно оставил в прошлый раз, но думал, что увез, потому что он нам больше не нужен. Это просто Это да. судьбы. Надо А? Вообще, капец. Как так, а? Ну такое вот бывает? Просто космос.
самая тошнотная, как у нас говорят, часть полов готова. Это левая балка, правая балка, кто там как их называет. Вот. И сейчас две средних просто по доске. Уже уровень лаги. Уже уровень не нужен. Вот эти две подняли, чтобы не мешали. Потому что доску невозможно поставить, потому что они сейчас выше. Опять предлагал гвоздями своими. Я, конечно, эту идею сразу же отправил в бан, в корзину. Потому что полы, балки никак не прикреплены к земле. И если вдруг доска чуть вертолетом, она балку просто отрывает. Да. Вот, и получается шляпа. Алексей уже А неоднократно зрители же не убедил. видели землянку, которую ты строил. Надо будет как-нибудь показать. Вот там полы как раз Виталий делал, там вот они идеально ровные получились. Ну, я так ни разу не строил. Не делал полы ни в одном помещении. Ну, вот. Так что Виталий большой молодец, и поэтому полами он офигенно занимается. Ну и всем остальным тоже Виталий занимается офигенно просто. Алексей, а то расстраивается, хоть что-нибудь поделать ему. Поэтому ты доверил мне крышу, да, там покрутить. Да, там крыша криво. Там косо. особо мозгов не надо просто. Мозгов там не для надо вообще. тупых прям уже. И то с этим. И то я не справился, да? Тент полок, говорю, ему протяни еще чуть-чуть, там 3 сантиметра не хватало. Ладно, говорит, и так сойдет. И в итоге не хватило. К нашей большой удаче, совсем рядом с лесной избушкой обнаружилось обилие мха. Это большая редкость для наших краев. И такой природный, бесплатный утеплитель стал для нас настоящим подарком, от которого мы, конечно же, не откажемся. Тут уже околел вот этот, видишь, ты, ты пытаешься расшевелить. Тут только, знаешь, реанимация, рот в рот. Как там, прямой массаж сердца поможет. А то, что ты вот там рукой швыряешь, толку никакого нет. Большой такой, считай. Капец, хала буду у него клешни. Что это за насекомое? Напишите в комментариях, кто знает. Я не про Виталия, а про насекомое. Ну и какие-то, не знаю, странные. То есть он все под дом пытается залезть. Вот как я их вижу, они всегда под дом лезут зачем-то. А, еще тоже трупешник, да? Что-то здесь происходит с ними, неладно. Внутрянку помещения сделаем два лежака, ну, либо скамейки, не знаю, как правильно назвать. В перспективе, конечно, здесь было бы здорово печку кирпичную сложить. Тоже вот сейчас, забегая наперед, я подумал и скажу вам об этом. И вчера у нас небольшой спор возник с Виталием по поводу того, что чего-то здесь не хватает. Виталий говорит, что не хватает здесь вылета, да? Он хрякает, когда его трогаешь. Да ладно. Недовольный, что ли, типа? Да, хрю-хрю делает. Вот. Хрю-хрю. Смотри, он на спине умеет брейкданс танцевать. Слышно? Да ладно. О, нифига себе, да. Да ладно, не мешаем, пусть. Уполз. Вот, а Виталий
Чем... Что ты говоришь, что вылеты, да, коротковатые? Мне кажется, наверное... Не, я считаю, что как будто бы досок не хватает здесь вот спереди каких-то, либо ограждений. А Виталий говорит, что надо вот такой вот болт положить на это все. Да я понял тебя, то, что надо дальше было вылет делать. Ну не на метр же. Ну хотя бы. Ну, сантиметров 40-50, да. Поэтому вы тоже напишите ваше мнение, чего здесь не хватает для гармонии внешнего вида. Либо, может быть, каких-то досок спереди, либо, может быть, вылета нарастить вот эти вот. И сделать террасу, кстати. Ну, или как она, не терраса, а, короче говоря, укрытие такое от дождя. А мы сейчас займемся кроватями. Сделаем 8 подпорных бревнышек. И, в принципе, что там рассказывать, посмотрите, все сами увидите, как вся эта конструкция будет выглядеть. И главное, жука не раздавить потом. А смотри, цепляется даже, да? Ну ладно, хватит ты из него десантника делать, зачем подбрасываешь? Я хочу, чтобы он хрюкать опять начал. Сейчас он кайфовать будет, ты ему животик чешешь. Зачем-то решили еще и поперечные вот эти вот. Зачем мы их решили сделать? Чтобы пенечки не шевелились, а пенечки полу не будем. Ну да. Так что, если вы решите свистнуть нашу лавочку, пожалуйста, приходите, просто вынимайте и все. Ну, так зараз неподъемный будет слегка. Скорее всего, да? Но это уже не критично. Вот эта дощечка стала прям идеально практически, да? Ну, щель, конечно, есть, но не будем докапываться до мелочей. Работу одобряю. Сейчас еще венчиком все здесь подметем. На 4 балла, ладно, 4 балла. Подметем, смотрите, кровать, лежак вообще, ну, кайфовый прям. Здесь дров можно сложить под ними, под этими лежаками немерено. Ну и я думаю, как раз вот где-нибудь здесь печурка потом будет. Там таймлапс как раз у нас снимает. Здесь печурку такая кирпичная сложить.
Стол здесь, наверное, не нужен. А вот здесь как раз в этом углу можно будет сделать откидной столик, чтобы он не мешался. Ну, я хочу сказать, пространства тут очень много. Свободы здесь очень много для творческих каких-то идей, полочек и прочей каких-то мелочевки. Все, подметаем, наводим порядок. И что мы еще сделаем? Это дверной проем и крышей займемся. Ну, кстати, да, у нас в этом году что-то... Да вообще каждый год в Самарской области что-то штормовые предупреждения какие-то там постоянные, на постоянной основе. То есть за год, наверное, 20-30 смс приходит. Осторожно, ветер В там. месяц. 30... 30 смс в месяц. Да не, ну в месяц нет. Ну за месяц раза 3-4, согласись, бывает. Да Вот каждый эти- день у меня. Да? Ну я просто не так часто, может, их вижу, но бывает же в лесах нахожусь. Я просто смотрю, там раз штормовой Половина ветер. смс Штормовой ходите ветер. в лес, половина смс к шторму. Гроза, Град, да. ретроград. А июнь вообще дожди Ливень, сплошные. наводнение. Так и дожди какие веселые, да, если польет, так вообще без остановки, как будто вот из ведра просто льет, как тропический ливень. То есть я таких раньше вообще даже не наблюдал, то есть он стеной прям фух, и выливает. Там вода ведрами выливается. Однозначно что-то с погодой происходит, либо просто, ну, как бы раньше внимания не обращали и не заморачивались на эту тему, а сейчас просто возраст, да, как бы нечего обсудить, уже там, погода испортилась, меняется, там, давай про политику поговорим. Кстати, о политике. Все, утеплили проем дверной. И сейчас установим дверную коробку. Боковины сначала пришьем. И снизу и сверху уже в распор встанут они. Дверь получится где-то 65 сантиков. Более чем достаточно. Всегда сторонник того, что чем дверь уже, меньше, тем теплее в помещении. Ай, красавица, а.
Что-то завалилось, да? Да. Норм. Вот это тут. Не совсем стандартно выглядит, непонятно. На первый взгляд режет глаз. Какие-то витальные фантазии кошмарные причем. Да нет, на самом деле прикольно выглядит. То есть я сначала тоже не понял, а потом, как понял, то мне прям зашло. Ну вообще на букву Д похоже. Домик. Д, домик, да, точно. Домик. Да не, классно, мне тоже теперь уже нравится. Теперь уже неплохо. Ну еще вот здесь, да, если мы наличник сделаем из бревнышек, будет лепота. Кстати, сейчас можно это сразу и сделать, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Или отписывайтесь после такого. Не, ну смотри. Кстати, пил-то вообще ровный получился. Пильщик говно, но пил-то ровный. Пил шикарен. Прям божественно. Великолепно. Прикладывай. Че? Сердечко? Вот так вот. Ты? Или что? Что прикладываешь? Пенек прикладывай. Да-да-да. Вообще кайф. Прям супер. Виталий. Мы накрыли тентом вторым слоем крышу, чтобы уже герметизировать на 300% и избежать возможных протечек. Сейчас здесь по периметру крыши кантики такие пустим, но сначала еще мхом проложу. Причем у нас есть степлер же, и прямо с помощью степлера немножко здесь мох закреплю, и потом уже поверх как раз таки положим бревна. Это наш маленький с вами секрет будет, лайфхак такой, степлеричный лайфхак. Ох, Растянулось что-нибудь? вообще отлично стянулся. Шишечка прям. Динь-динь-динь. Ну, понятное дело, что мох высохнет потом, скорее всего. Ну, не скорее всего, на 99%. А с другой стороны, смотри, если когда земля здесь ляжет, вода будет стекать, и на этот мох будет попадать. Как знать, может и не так все плохо будет с ним. Опало? Что там на чердаке? Все. Красота. Работа закончена. Можно отведать
вкусной пищи и отдохнуть. На сегодня с работой все. Все. Это для за кадром. Всё. Священные минуты послесловия. Да тихо, что ли, не шуми. Идея огонь, исполнение Говно. видите сами. Исполнитель. Ой. Ну и морды. Опилочная морда, все, готово. Там- Тушите свет. Того гляди, и вены на лбу лопнут.